Всем доброе утро, уважаемые подписчики и гости канала Дневник Багира. Сегодня 28 мая, время 7 часов утра. У нас беда, большая беда. Сижу, у меня все трясет и харадит. Хочу записать вам видео. Вчера Коля вечером мы пришли. У него случилось быстро это все, не как у меня, поздно ночью. Я ему говорю, пойдем на дискотеку, Коля. Часов было 9. 8, наверное, 8. Ветер сильный дует опять. Опять сильный ветер дует. Вообще кошмар этот ветер, блин. Вот. Он говорит, я не хочу никуда, я устал, я хочу спать. Я говорю, что-то ты вообще обленился, говорю. На дискотеку мы так ни разу не сходили. Конечно же, соответственно, я одна никуда не пойду без него ни на какую дискотеку. Спать опять. Что, говорю, мы делали-то? Ничего не делали. Ну ладно, спать так спать. И что-то рано очень спать захотел, как-то необычно. Я лежала, вчера смотрела кино, очень интересный фильм. Зашел мне вчера, случайно наткнулась. Сначала я смотрела про историю, что какие случаются в море, в морях. Поела что-то соленую рыбу второй раз, и у меня сегодня болит язык. Рыба какая-то, знаете, очень соленая оказалась, вторая рыба. Не как на пляже, который из дома. Ну, отсюда взяли. У нас 2 рыбины было. Что-то полрыбины я поела, и мне так плохо сегодня. А во рту одна соль, и что-то все щипет. Ладно, бог с ним. Ой, часов 11. Даже, наверное, пол-11, где-то в 10. Он пошел в туалет. Он молчит, ничего не говорит мне. У него привычка такая. Я говорю, ты заболел, что ли? Он говорит, нет. Я, говорит, пошел какать. Я смотрю, он над унитазом стоит на коленках и пытается проблеваться. Мне вообще все. У меня чуть ли, я не знаю, блядь. Проплакать хочу. Когда болею я, это одно. Когда у меня, если заболит Коля, это вообще... Я очень сильно переживаю. Главное, молчит, блядь, ничего не говорит. Такой противный. Он пытается блевать, у него ничего не выходит. Это как у меня изначально все начиналось. И я быстро размешиваю полисорб. Полисорб размешала, дала ему. Он попил, я говорю, пей, не хочу. Я говорю, что значит не хочу? Пей полисорб, потом еще воды добавила, помимо полисорба, который разбавила. Я говорю, пей, нужно пить жидкость, чтобы это вышла рвота. Попил, сразу побежал. Что-то он там блевал, я не смотрела, что он там блевал, над унитазом стоял на коленках, все это блевал. Извините за подробности. Никакого моря не надо уже стало. Никакого настроения. Ой. Ладно. Всю ночь я лежала, как бы, я спала, я просыпалась, трогала его, все было нормально. Сейчас под утро у него поднялась температура. Чувствую, что горит. Сейчас я ему дала аспирина. Полисорб тоже дала. Он что-то пошел, попытку делал плевать, у него не выходит. А понос у него не открылся еще. Ну, если понос откроется, я ему дам лекарство. Конечно, расстроишься. Даже испугалась. Не то, что расстроилась, я боюсь, испугалась. Я столько вчера досмотрелась про то, что случается на морях, девочки, вот эти отравления, и вообще, что на море случается, какие волны можно попасть, и, короче, знаете, что на дне есть всякая гадость, что она очень опасна, вот, например, скат. Я же не знала, я не смотрела раньше до этого ничего этого. Скат. Есть рыба-скат, которая лежит в песке. Когда уходит отлив, она в песок засыпается.
Если на нее наступишь, она тебя ужалит, и можно умереть, это смертельно. Потом есть ежи. Вообще, даже ракушка жалится, какая-то там, это здесь в Красном море. Ракушка есть, потом есть ежи и медузы. Медузы. Показали какое-то все. Вообще нельзя ничего на дне. Я поняла, сделала соответствующие выводы, ничего над ним нельзя поднимать. Я все пыталась, немножко отойду от темы, как всегда. Я все пыталась как-то поднять на дне со дна ракушку. Это было вот дня 3 тому назад купалась, плавала, и там она глубоко была. Это еще в прямом эфире было, да? Хотела, она такая большая была, ракушка, красивая. Когда я еще не читала, что нельзя выводить с Египта ракушки, я пыталась ее поднять со дна. У меня не получалось. Я попросила Колю. У Коли тоже не получается. Вот. Мы так ее не подняли. Потом, когда я вчера узнала, что от ракушки можно умереть, девочки, я уже ничего не хочу поднимать со дна. На дне там, когда плаваешь, смотришь через эти очки, да, очень интересно. Там что только я не видела. Оно и в траве там засыпано, и все такое. Вот, очень интересно. Но оказывается, вообще ничего нельзя трогать. От слова совсем нельзя трогать. Оказывается, не только вообще опасные акулы, да? Оказывается, вот такие еще есть твари, от которых просто нет спасения. Если вовремя не оказать помощь, там нужно или уксусом полить, или в кипяток, короче, воду поставить, ногу там, и в больницу надо обращаться. Ну, все такое. Вот. Поэтому тут мне писали, как, ой, да, писали в комментариях, я говорила, что на море вы не купаетесь, и все такое. Пиздуйте и купайтесь сами, блядь. У меня уже нет никакого желания, честно сказать. Я столько вчера насмотрелась, я столько вчера наслушалась за весь вечер. Желание вообще все закончилось. А еще заболел Коля опять. Опять, после меня я имею в виду. Ветра, постоянные ветра, блядь. А эти скаты, они в лагуны заходят. И скаты, и ежи, вот это все, да? Они заходят по-любому там на дне. И ракушки эти плавают, и медузы вот эти опасные. Я-то думаю, что много европейцев возле бассейна болтыхаются. Они-то знают, наверное. Они же не мы, наверное, не в первый раз летают. Девочки, я очень сильно сегодня расстроенная. Очень. Я не знаю, что ждать от дня. Я дала несколько раз за ночь ему полисорб. Потом были у нас 4, вчера же дала вечером таблетки, 4 таблетки активированный уголь. Полисорб я давала раза 3, потом сейчас на утро дала полисорб. Активированный уголь дала 4 таблетки. Очень мало лекарств. Вообще, если вы поедете на море, берите полисорба, пару банок надо обязательно. И активированного угля надо обязательно, блядь, штук 10 упаковок надо обязательно, если не 20 надо брать. Аспирин нужно обязательно, или у пса, или просто аспирин. Нужно, у нас аспирина сейчас осталось 3 таблетки. В Турции же было все нормально, я не думала, что так можно вот так вот раз и бац, и на матрас. Конечно, вот эти самые сильные препараты, это полисорб, и я не пила, я пила 1 раз полисорб. Там кто-то девочек написал, Ирина, да? Написала, по-моему, Оля, я вижу, что ты пьешь полисорб. Я пила 1 раз его. У меня большая часть был понос. Я таблеток очень много от поноса перепила, девочки. Извините за подробности. Вот. У меня как-то тошнота, и это все быстро закончилось. Но я сейчас не вижу смысла ему давать от поноса, потому что у него ничего нету. Никакого поноса, девочки. Вот это надо, да, чтобы вот это токсины все собирались, они, чтобы в кровь не пошли в печень. Вот что я подумала. Я просто скажу вам мысли вслух. Я вчера вечером подумала, что для чего вот этот полисорб? Не только токсины. Да, но в первую очередь, чтобы токсины собрали, чтобы в кровь не пошли и не поразили печень. Если поразит печень, да, можно умереть, короче. Но я там смотрела видео.
Женщина заболела тоже так же, у нее пошла рвота туда-сюда. Пила с аптечки сначала лекарства, с домашней. Ну, кто его знает, какие лекарства кто возит, да? А потом она пожелтела. И, короче, это хуйню сделала, девчонки, в реанимацию попала. Ну, вообще, даже мне страшно рассказывать. Мне страшно рассказывать вообще. Я надеюсь, что присор поможет. И вот я очень пожалела, что очень мало взяла лекарств. Это самое-самое необходимое. Я не знаю, что делать сейчас, как быть. Ладно, заболели не вдвоем в раз. Вот что. Сейчас надо уже, ну, немножко осталось до вылета. Вылетаем мы, выезжаем мы 2 числа и вылетаем 2 числа. Я рассказывала, да, у нас самолет будет в 9 часов вечера. Надо обязательно, девочки, до вылета поправиться, обязательно. Коля, я имею в виду. И не заболеть еще раз, господи, это так страшно, это так жутко, это вообще. Коля сейчас горит, горячий стал. Я ему дала аспирин, он говорит, я никуда не пойду, я ничего не хочу. У меня кружится голова, говорит, и мутит в животе. Я говорю, ты мне говори, я вчера орала на него, ты мне говори, что у тебя. Если ты будешь молчать, я не буду знать. Ты понимаешь, говорю, что может пройти, не дай бог, смертельный исход. Я же не знаю. Ну ты мне говори, Коль, ты не надо стесняться, бояться, блядь. У тебя кто ближе меня тут находится сейчас, в данный момент, блядь. И всегда, и везде. И кто тебе окажет первую помощь? Ты вообще не понимаешь, почему ты молчишь, блядь? Все нормально, все нормально. Я же вижу, что ненормально. Вот. Насчет хочу детей сказать, да, вот люди возят детей, девочки, это так страшно, не дай бог, что с ребенком случится. Конечно, спасатели очень смотрят внимательно, на берегу сидят, если ребенок, например, один, и нет рядом родителя, спасатель сразу реагирует, сразу. Вот, это в Сочи спасатели, халтурщики, спасатели в Сочи спят. Просто сидит он на вышке и просто, блядь, тупо там смотрит в телефон или спит. Он вообще на пляж не обращает внимания. Хотя там тоже море опасно, хоть там и нету акул, но помимо акул там тоже есть что-то там такое, да. Дети, вот не дай бог, да, дети же бегают везде, девочки, как это опасно, они бегают босиком. Это ужас, это ужас. Я бы никогда не взяла маленького ребенка с собой на море. Благо мы живем на Волге. У меня Владушка, я помню, маленький был, как он пошел ногами 11,5 месяцев. А 8 июня ему день рождения. И мы ходили, сейчас скажу, годик ему исполнился на Волгу. Годик там и полмесяца где-то. Ой, как ему нравилось в этой воде бултыхаться, не оторвать, вытаскиваешь из воды, да, забежит в воду, да, и вот это вот с толстой жопой со своей, там, вот это вот, топчется, так было прикольно, так было смешно и так было весело. А когда начинаешь вытаскивать его с Волги, начинает визжать, орать. Да, опять тянет меня в Волгу, девочки. Я помню очень хорошо эти моменты. Пойду я сейчас в столовую, позавтракаю. Я так кушать не хочу, но все равно до обеда, потому что потом надо будет ждать. Я схожу, пойду по пляжу пройдусь. Так, я хочу деньги вернуть за экскурсию все же. Я на экскурсию теперь боюсь ехать, хоть Коля говорит, что ничего не боится. Я боюсь, девочки, я не хочу никакую экскурсию по морю. Вот. Плавать я там в этом море глубоком не хочу смотреть рыб, я не хочу, от слова совсем не хочу, мне это уже не интересно. Вот. Съездить, отдохнуть, вот так вот, как, ну, мы там аккуратно ходим, да, купаемся аккуратно, можно, но только надо обязательно брать всякие препараты, и чем больше, тем лучше, вот эти все, которые я перечислила выше, да, подышать воздухом, солнышко, оно очень полезное, солнышко, ну, конечно же, нужно
Вы сами понимаете, и быть закрытыми, и слишком не отдаваться солнцу, это все естественно. Вот. Купаться, плавать надо очень аккуратно. Я смотрела вчера людей, хоть и вчера был стоял красный флаг, и они были там в море, ходили там, господи, ну, дураков-то, блядь, у нас жизнь-то без дураков, да, дураков-то очень много на земле. Они просто не представляют это все, насколько это все опасно, очень опасно. Это кажется все на первый взгляд, это все безопасно, это все красиво, все хорошо. А на самом деле, если поглубже зарыться и побольше узнать информацию, а она сейчас легко доступна в интернете, это очень-очень опасно и чревато. Вот. И там какие волны бывают, я все пересмотрела, какие волны бывают, и в клетку бывают волны, и потом вот эта вода туда затекает, забыл, как называется, девочки, там можно попасть, утонуть. Ну, короче, вообще, господи, страх Господень. Я хочу попросить, у нас просто мы брали экскурсию в Турции тогда с мамой через Аникс, мы ездили в деревню-то. Они нам не возвращали деньги, и потом сказали, а вот видите, на обороте написано русским языком, что не возвращаются деньги, там маленькими буквами написано было. Если не поедете, значит, мы вам деньги не вернем. Ладно. Мы поехали. А в этот раз я сейчас посмотрела бумажку, там ничего не написано. Просто как бы цена, ну там этим арабским языком что-то написано. Я хочу подойти и сказать, что так, ну вот так, ну как есть, да. Я переболела, у меня муж болеет очень, ну, на самом деле очень сильно болеет. Вот. Я хотела сначала придумать, девочки, а потом думаю, сейчас, а уже, видите, как случилось, видимо, мысль еще материализуется. Вот думаешь, да, и материализуется мысль. И такое может быть, когда какая мысль поймает. Тут много чего думаешь. Почему так? Вчера я написала, я очень переживаю за Колю, и, вот, и оно случилось, вы понимаете, вот так бывает. Хотя, может быть, и не из-за этого. Хочу сказать, чтобы вернули нам $80, они, извините, на дороге не валяются. Если он нам будет отказывать, я пойду в полицию, там, которая стоит на ресепшене. Я его предупрежу. Но они для чего тут сидят, эта полиция? Они, наверное, должны работать, да? Деньги-то должны вернуть. Если мы на экскурсии, если вообще на самом деле болеем, блядь, как мы поедем на экскурсию? Деньги хочу вернуть, если даже не вернуть, девочки, если мало ли что, блядь, хуй с ним, пускай подавится. А что сделаешь? Тут ты не в России, тут ты ничего не сделаешь. Конечно, я попрошу у него, схожу в полицию, попрошу, чтобы вернули деньги. А что я дальше? Куда я прыгну? Да никуда, блядь. Угу. Никакой экскурсии я не хочу. Я хочу домой. Вот просто хочу домой. Дома в России себя чувствуешь в безопасности. Я, конечно, предупрежу обо всем Владушку, обо всем, то, что может вот так вот быть ситуация, потому что он тоже собирается на море, а ребенок ничего не знает, его надо обязательно предупреждать. Вы тоже своих детей предупреждайте, обязательно. И сами читайте в интернете информацию. Отравиться можно, конечно, везде. Я думаю, знаете, чем отравились? Я думаю, отравились дыней. Вот что-то я думаю на дыню. В прошлый раз, когда я отравилась, мы ели вдвоем дыню. Вдвоем. Он ничего не было. Вчера он ел один. Я не ела дыню. Я так подумала на дыню, да, и не стала ее есть. Вот. Ну, опять же, может быть такое, а может быть и просто позднее зажигание. Я заболела раньше. Он хлебал тоже воду, нырял и тоже нахлебался воды соленой. Вот, кстати, вот эта соленая вода в море, да, она тоже очень опасна. Хоть она и соленая, и думаешь, ой, она безопасна, если ты ее нахлебаешься. Нифига, она очень опасна, вплоть до летального исхода. У нее какие-то там микробы очень опасные, все такое. А слив здесь куда? Вот эта вся канализация сливается. Тут же туалет, вот это все, девочки. Но я думаю, наверное, не в лагуну, где-то лагуна, оно в море куда-то тоже сливается, да? Где вот в Сочи там сразу видно, трубы эти идут, а тут, блядь, тоже все под землей куда-то сливается. Все сливается в море, такой здоровый отель. Все это, где пляж находится. Колька кашляет.
вообще никакой радости нету. Хочется домой и все. И чтобы быстро Колян поправился у меня. Конечно, расстроился. А что не расстроиться-то? Я вообще переживаю. Я вообще себе место найти не могу. Ладно, еще это произошло не под конец, а мы вот накануне выезда, блядь. Это вообще пиздец, да? Потом что делать-то? Как вот больному ехать? Я надеюсь, что все равно сейчас поправится. Сегодня-завтра. Ой, да вообще. Мысли блуждают всякие в голове, озвучивать не хочу, уже так много чего озвучила. Надеюсь, что Плесор поможет, блядь. Жалко, что больше нет активов у меня. Если будет еще хуже, конечно, я обращусь на ресепшн за помощью. Я не знаю, что делать, блядь, больше. Я сейчас посмотрю, как сыграет аспирин. Я посмотрю еще сегодня день, посмотрю, что будет к вечеру. Я не могу себе найти просто место. Ладно, я буду закругляться. Буду чем-то заниматься. Потом я к вам вернусь как-нибудь. Всем хорошего дня. Спасибо всем за просмотры, за лайки, комментарии. Я пошла. Колян проверю.